Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Возвращаемся в Star Citizen с обзором корабля Гаток Сулин. Сейчас вам все подробненько про него расскажу. Грузовое судно Сюлин было искусно создано знаменитым домом Гаток, чтобы идеально подойти как пилотам людям, так и шаансам. Благодаря своей маневренности Сюлин идеально подходит для быстрой перевозки важных грузов по всей вселенной и станет идеальным кораблем для тех, кто только начинает свою карьеру в сфере транспорта. Это то, что про него написано на официальном сайте. В этот небольшой корабль разработчики запихнули целых аж 3 палубы. Первая палуба — шлюз, вторая палуба — жилая, ну и третья — кабина. Начнем с самой первой. Заходим в корабль, и по левую сторону у нас доступ к оборудованию корабля, по правую сторону также имеется доступ к внутрянке. Пожалуйста. Имеется оружейная стойка, куда вы сможете класть свои пушки. Как и большие, так и, собственно, маленькие. Ну и, конечно же, непонятный саркофаг. Что это такое, я не знаю. Возможно, это спасательная капсула или же что-то для брони. Взаимодействовать с этим у меня не получилось, по крайней мере. Жилая зона. Здесь у нас представлена кровать с шикарнейшей отделкой под камень, где вы можете сесть или лечь и выйти из игры через кровать, пожалуйста. Плюс имеется терминал. Скорее всего, для будущей инженерки. При открытии и закрытии у меня здесь ничего не происходит вообще от слова совсем. Имеется туалет. Механики, конечно, пописать, покакать пока нету у нас в этой игре, но все уже заранее есть. В виде выезжающего унитаза и туалетной бумаги. Ну и третья палуба. Кабина нашего корабля. Здесь также имеется доступ к оборудованию нашего кораблика. Что слева, что справа. Также у переключателей некоторых есть другие кнопочки, которые позволяют переключить освещение в корабле. Если вы, конечно, этого хотите. По кабине все просто. Лишь только 2 монитора и непонятные шары, которыми мы будем управлять кораблем. Вот эти. Выглядит очень футуристично, как по мне. Учитывая размеры корабля, в плане груза все очень грустно. На нижней части корабля, когда вы к нему подходите, вы можете увидеть 3 рамы. Каждая такая рама вмещает только лишь по 2 ящика. И на этом все. То есть получается у этого корабля 6 СЦУ вместимости. Маловато будет. Но что есть, то есть. Плюс корабль не очень дорогой, не забываем. Это, считай, стартовый корабль у нас. Как-то так. По вооружению здесь следующее. Максимальное, что можно поставить из пушек, это 3 пушки всего лишь 3-го размера. И это на самом деле маловато. Примерно как у Гладиуса. Но у Гладиуса есть очень хорошая маневренность. Как-никак не стоит об этом деле забывать. Что по ракетам? Тут они интегрированы непосредственно в корпус. Вот в этих вот местах. 12 ракет 2-го размера. Другой размер, естественно, не поставить. По внутрянке у этого корабля щиты 1-го размера, ну целых аж 2 штуки. Одна силовая 1-го размера, охладитель 1-го размера, квантовый движок 1-го размера, радары 1-го размера. Но есть еще 3 точки для крепления ракет и 3 точки для крепления вооружения. Взлет и посадка на этом корабле будут веселые, потому что корабль в данный момент у нас находится в сложенном режиме. Вот эти вот большие кочерги — это наши посадочное шасси. То есть при убирании шасси корабль все это дело подбирает и складывает. И он становится очень большим и широким. И эти боковые части очень легко потерять. Но выглядит все очень и очень круто. Но садиться как Боба Фетт из «Звездных войн» не очень удобно. К сожалению, на нем просто так не сесть, как на обычном корабле, я уже говорил, показывал. Но все же, микрогайд. Нажимаете на выпуск шасси, корабль поджимает все это дело, ну и задираете морду под 90 градусов и даете тупо задний ход. Как вариант. Но въезжать в ангары, у которых дверка открывается не сверху, а сбоку, будет очень неудобно, ребята. В плане боевки не все так, чтобы и весело. Маневренность корабля сами видите, какая, не верх маневренного боя, а по вооружению мы тоже не особо сильны.
По мелким кораблям наподобие РС Аурора мы работаем без проблем. Буканиры и Гладиусы уже посложнее. Cutlass Black снести можно. Подчеркиваю, это имеется в виду PvE контент. Но лезть на кого-то из серии Vanguard, Sentinel, Vanguard, Warden, Guardian и прочее, я бы на нем уж точно не стал. Стартовый маленький кораблик, а не тяжелый чертов истребитель. Поэтому летаем аккуратно и не бычим на большие, сильные корабли. Про Constellation Andromeda и Corsair вообще даже говорить не приходится. Фрилансер, может быть, что-нибудь получится, как с Cutlass Black, но все же это не боевой корабль, а стартовый, условно маленький универсал. Как-то так. Что там по поводу маневренности на планетах с плотной атмосферой? Он может поворачивать и лететь прямо, это уже хорошо. Вы видите сейчас перед собой, как он себя показывает. Но не забываем то, что это корабль условно маленького размера. Это стартовый корабль, стартовый универсал. Много от него в этом плане ждать не стоит. Это вам не какой-нибудь легкий истребитель наподобие того же самого моего любимого Гладиуса, обзор на который есть на канале. И ссылочка на плейлист с обзорами кораблей по Star Citizen также в описании, как и ссылка на мой телеграм-канал, где выходит информация по Star Citizen и не только. Но все равно будьте осторожны, даже на этом корабле можно сделать так на планете, чтобы ваш пилот потерял сознание. Будьте аккуратны. Плюс, новая полетная модель аэродинамика в эту игру еще не введены. Что будет с ним тогда, я даже себе боюсь представить, учитывая его размеры и его геометрию. Посмотрим, что будет с релизом этой штуки. А еще странный момент, корабль имеет очень маленькое поперечное сечение, 2000 с копеечками. На ДПС-калькуляторе это значение вообще является нулем. А по термалу он у нас 14,9 тысяч, а по электромагнитному излучению 8,9. Это в стоке, не устанавливая, конечно же, стелс-модули. В стелс-сборке он уже 7,1 по теплу и 5,4 тысячи по электромагнитному, и все еще почему-то 0 по поперечному сечению, когда в игре это выглядит вот таким вот образом в стоке. Учитывая то, что два щита первого размера, здесь можно разожрать его до 4480 единиц щита, а по корпусу, если верить ДПС-калькулятору, 11740. Ну и приобрести его можно, естественно, как за внутриигровую валюту на Astra Armada в Area 18 за 2 миллиона 778 тысяч внутриигровой валюты. Ну и либо за $70 на официальном сайте, надеюсь, ничего не попутал. Если рассматривать его как стартовый пакет, то он будет стоить $102. И у него есть, конечно же, одноклассники в виде Номанда за $114 в стартовом пакете и Enterpid за $96 тоже в стартовом пакете. Сравним сухие цифры с одноклассниками. По грузу он везет 6 СЦУ, Номад уже 24 СЦУ, что в 4 раза больше на секундочку, а Enterpid уже 8 СЦУ. По ХП корпуса у нас на Сулине 11740 ХП. На Номанде 9800, а на Enterpid 15350, если верить сайту ДПС-калькулятор. По счетам у нас 4408 счетов, у Номада уже 6720, что больше всех из этой троицы, а у Enterpid всего-то 2240. По вооружению у нас 3/3 пушки, у Номада также, но есть еще дополнительная турелька. И у Enterpid только 1/4 пушка. Заключение по кораблю. Великолепный дизайн. Целых 3, палубы. Очень большие интерьеры. Шикарнейший вид из кабины во время кванта, потому что он выглядит, конечно же, по-другому. Есть проблема. Посадка. Очень неудобная, учитывая то, как нужно садиться. Везет меньше груза, чем все его одноклассники в виде Торпеда и Номанда. Имеет усредненное значение по ХП и по щитам среди своих одноклассников. И усредненное вооружение. Ну и, конечно же, самое большое количество ракет среди одноклассников. Корабль неплох, очень красив. В принципе, рекомендую к покупке, но я думаю, нам стоит еще в обзорах рассмотреть отдельные Enterpid и Номада. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.